Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. У меня есть вот такие сказочные мужские тапочки, да, стельки уже обшарпанные. Сама верхушка тоже, их можно взять просто и выкинуть. Стоят они 100 рублей, но нет, я решила переделать. Но переделать чисто. Здесь подошва хорошая, она не примята, не изношенная. И я решила их восстановить. Опять же, я их переделываю. Вот эта верхушка и стелька будет у меня служить выкройкой. Поэтому я все распарываю, отделяю верх от подошвы. Смотрите, тут какое безобразие. Просто безобразие. А я думаю, что они у меня все стоят там на полке в коридоре и стоят. Их муж не одевает. Оказывается, они все рваные. А выкинуть-то он никак не может. Ну ладно, не об этом. Нижняя сторона прошита была вощеной ниткой, а верх, сама ткань, была прошита леской. Стельку отделила от подошвы и теперь отделяю эту верхнюю часть от стельки. Вот распарыватель, очень удобно с ним работать. Вы знаете, даже и распарывать не стала, просто взяла и оторвала. А шить я тапочки буду вот из этого шикарного меха. Это также у меня рваная шуба. Я уже одни тапочки шила из нее. Вот. Но мех хороший. Хоть шуба вся рваная. Собаки погрызли, если честно. Дрались и ее, не знаю, как, ну, все, пришла она не в годность. Но мех хороший, он не лезет, ничего. Если бы он лез, конечно, я бы выкинула и все, и забыли. И теперь я буду выкраивать из этого меха. Да, но мы должны взять ворс. Более-менее, чтобы тапочки были одинаковые по цветовой гамме, потому что тут оттенки тоже разные. Опять же, направление ворса. Смотрите. Поперек шерсти, против шерсти, по шерсти. Мех смотрит у нас вниз. Значит, мы кладем выкройку вот так. У нас получается, что мех будет смотреть сюда вниз. Рисуем, обводим все контуры. И вырезаем. Но вырезаем мы канцелярским ножом. Ни в коем случае не ножницами, потому что вы повредите ворс. Он у вас будет сбоку весь драный, некрасивый. Девчонки, вот таким ножом я вам не советую отрезать мех. Если у вас нет канцелярского ножа, то лучше разрежьте лезвие. Теперь берем стельки, ворсом к носку, также обводим и вырезаем. Вот в этих заготовках здесь нету левой, правой, но в подошве, как вы видите, есть и левая, и правая. Смотрите, не перепутайте, не сделайте на одну ногу. Дополнительно я выкроила 2 стельки и 2 верхних части. Это будет вот так у нас. Здесь надо подровнять. Для удобства можно прошить по кругу. Тогда вы беспрепятственно обработаете край. Выкроила 2 вот такие полоски. Они где-то у меня 5 сантиметров шириной, длинные. Это я буду... Сейчас покажу. Этой полоской я буду обрабатывать край, когда я пришью эту верхушку и по кругу прошью. И теперь вот наша одна верхушка, вот наша вторая верхушка. Мы можем вот так соединить их вместе, проложить строчку, вывернуть, немножко сделать перекат. Все, верх наш готов. Но также мы можем соединить 2 части, обработать край этой же полоской. Просто у нас будет здесь окантовочка. Я проложила строчку. Когда я прошивала мех, я заправляла туда вовнутрь.
Ну а теперь отворачиваю, немножко прям делаю перекат на эту сторону и пускаю строчку так, чтобы мне было удобнее прошивать потом. Проложила строчку прям по краю, так, чтобы зафиксировать две части вместе. И у нас получилось, вот посмотрите, мех, вот она строчка. Мы также можем чем-нибудь поддеть и вытащить этот ворс. Он вытаскивается без проблем. Да вот, взяли вы распарыватель и вот так вот чуть-чуть по строчке поводили. Все. И у вас вот этой вот плешинки нету. У вас все хорошо будет. И теперь стельки также можно прошить по кругу, но можно друг к дружке также приклеить на клей. Не смотрите, что здесь такая вот, допустим, разница. Это внутри, это ничего видно не будет. Вот моя стелька, я ее прошила. Ворс я вытащила, но у нас здесь есть излишки. Я их состригу, отрежу, потому что здесь нам уплотнение совершенно не нужно, и это не играет никакой роли, что вот здесь по краю у нас идет мех. Теперь все у нас закреплено. Делю пополам, складываю, нахожу центр. Этот центр мы совмещаем с центром с нашей стелькой. Фиксируем все булавками, проверяем, чтобы у нас было вот здесь одинаковое расстояние, чтобы не было одна длиннее, другая короче. Ну вот, посмотрите, какие милые тапочки у нас прорисовываются. Я прошила по кругу, все, зафиксировала. Теперь я с лицевой стороны беру где-нибудь начало вот отсюда, подворачиваю и прокладываю по кругу строчку. Эта часть у нас пойдет на ту сторону, чтобы не было особого уплотнения. Конечно, вы можете с изнанки и потом здесь сделать подворот, но это будет очень грубо. Вот смотрите, пришила я окантовку. Здесь у нас изгиб. Здесь я заложила, вот так вот, сложила ткань, чтобы у нас вот этот стык между отделкой, да, был он внутри, где ноги как бы не с лица, его видно не было. Теперь мы можем вот эти излишки, что у нас торчит, отрезать, потому что нам лишнее уплотнение абсолютно не нужно, и выворачиваем вот сюда, на эту сторону. И у нас получается вот аккуратно и красиво. Видите? Все, срезала я выступающий весь мех, чтобы не было излишек у нас утолщения. И когда вы пришиваете вот эту окантовку, то вы пускаете строчку не в край, как мы делали, закрепляли, а на 0,5 сантиметров. И вот в этих местах, как входит нога, обязательно, желательно прошить 2 раза, потому что когда вы будете постоянно туда-сюда в тапочек входить, это может оторваться, несмотря на то, что вы прошили, наживили и потом еще будете пришивать к подошве. Смотрите, отделку я подвернула вовнутрь и прошлась вручную, пришивая ткани. К меху пришить нереально и не советую, могут быть дырки. И так как у меня грубая, ну как мех, да, и здесь, когда я пришивала эту отделку, я в некоторых местах пришлось мне закладывать складки, потому что у меня прямая полоска, а не косая бейка. И так как у меня это все толстое и грубое, это не будет ощущаться на вашей ноге. Но если ткань у вас тонкая, то желательно вот эти складки, их или срезать, или сделать на отсечке так, чтобы здесь было все ровно. Вот так это смотрится с лица. А еще вариант, я, наверное, говорила, что вы можете здесь пройтись клеем и просто ее вот так приклеить. Все прошили. Теперь примеряем наши тапочки к стельке. Все ли у нас здесь в порядке, все ли у нас сходится. Смотрим. Один, второй. Вот. И теперь можно смело намазать клеем. Вы мажете или ткань здесь, или стельку. Клей берем абсолютно любой. Хотите момент, хотите универсальный. Приклеиваем для того, чтобы нам удобнее было пришивать к подошве. Тапочки кажутся такие большие прям. Когда мы приклеиваем, мы заодно и смотрим, равняем, ровно или неровно. Вот достаточно руку сюда вставить и вот так аккуратно все отрегулировать.
Все. Можно поставить под какой-нибудь пресс, чтобы это все приклеивалось. Не советую сразу пришивать. Пусть это все немножечко склеится. Хотя бы парочку часов дайте, пусть постоят. Мне уже такие тапочки нравятся. Они такие лохматенькие, такие мягкие. Только я боюсь, вот я их сошью, а муж скажет, а я в них ходить не буду. Зачем они мне нужны? Во, а я и пресс нашла, машинку сверху поставила. Теперь мы с вами прошиваем тапочки. Есть вот такая вощеная нитка, она толстая, очень хорошая, обувная. Есть обувная нитка вот такая шелковая. Шить можно, смотрите, вы проходите один ряд и потом возвращаетесь еще один ряд. И у вас будут заполнены все ваши пустоты. Вот, а можно шить двойной ниткой, точнее двумя иголками. Вот я вдела, у меня нить обувная двойная. Сейчас попробую вам показать. Берем нить длинную. Вот одна иголка. Мы с вами прокалываем. Стараемся попасть в отверстие, что у нас было раньше. Протаскиваем. И в это же отверстие мы протаскиваем другую иголку. И тем самым у нас получается... Вот так вот потянем. На весу, конечно, мне неудобно это делать. Прокалывается очень хорошо. И вот так потихонечку шьем. И у нас получается все здесь заполнено. Так удобно шить, когда вы обувь зажмете между ног, так как у нас специального приспособления нет. И без труда вы все пройдете по кругу. Обязательно делаете узелок и кончик ниточки убираете вовнутрь. И вот так вот не спеша сидите, смотрите телевизор и прошиваете. Ну вот, девчонки, все прошила. Тапочки мои готовы. Такие они лохматенькие, пушистенькие. Конечно, стелька будет вытираться, потому что, ну, настоящий мех, как правило, сюда пришивают кусочек ткани или кожи, или стельку делают из ткани. Но я решила сделать меховую. Вот такие вот лохматушки у меня получились. Очень даже мягкие, хорошие. Я думаю, что муж будет доволен такими тапочками. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, была полезная информация, конечно, ставьте лайк, также подписывайтесь на канал, присылайте смайлики. С вами Валентина Никита. Пока-пока!